Приветствую всех зрителей. Сегодня у нас будет очень сложный, эмоциональный, но безумно важный разговор. Когда мы думаем о BTS, в голове возникают образы триумфаторов, стадионы на 80 тысяч человек, распроданные за минуты билеты, безупречный синхрон в танцах, идеальные улыбки и костюмы от кутюр. Они выглядят как отлаженный, совершенный механизм, который не знает усталости, страха или физической слабости. Но за каждым трехминутным выступлением на сцене стоят сотни часов изнурительного труда, которые буквально разрушают тела этих семерых парней. За кулисами грандиозных шоу скрывается совершенно иная реальность. Кислородные маски, разбросанные по гримеркам шприцы с обезболивающими, лед, фиксирующие тейпы и следы жесткого эмоционального выгорания. В этом видео мы проведем детальный разбор самых громких, пугающих и шокирующих инцидентов, когда участники BTS получали травмы непосредственно во время концертов, падали в обморок от истощения или годами выступали через невыносимую физическую боль прямо перед глазами зрителей. Мы заглянем за кулисы их официальных документальных фильмов, чтобы понять, какую цену на самом деле парни платят за право называться главной группой планеты. Обязательно досмотрите это видео до конца, ведь масштаб их самоотдачи поражает. Напишите в комментариях, какой из этих моментов в свое время разорвал вам сердце сильнее всего. И, конечно, подписывайтесь на канал, если цените качественные разборы. Ну а мы начинаем. Начнем с истории, которая является самым ярким примером корейского менталитета хан – стойкости вопреки любым страданиям. Это история Мин Юнги, также известного как Шуга. Долгое время широкая публика видела в нем статичного, спокойного рэпера, который не всегда любит лишние движения. Но за этой маской скрывалась многолетняя борьба с разрушающимся плечевым суставом, который заявлял о себе в самый неподходящий момент, прямо во время живых выступлений. Переломным моментом стала эра Blood, Sweat и Tears, а затем зубодробительные камбэки с DNA. Внимательные фанаты начали замечать странности на фанкамах. Во время исполнения песен Юнги физически не мог поднять левую руку на один уровень с правой. На кадрах видно, как он делает микродвижения корпусом, чтобы компенсировать неподвижность плеча. Во время съемок клипа Black Swan и живых выступлений с ON ситуация на сцене стала критической. Хореография ON требует огромной работы плечевого пояса. Перед каждым выходом к зрителям Юнги получал блокаду, прямые уколы сильных обезболивающих в сустав, действие которых часто заканчивалось прямо посреди трека. В документальном сериале было показано, как за кулисами персонал буквально держит его левую руку, пока массажисты пытаются экстренно вправить вылетевший сустав на место за считанные секунды перед выходом на бис. Юнги не мог держать в руке даже бутылку воды, но возвращался к многотысячной толпе, брал микрофон и читал агрессивный рэп, активно жестикулируя через адскую боль. В итоге скрывать проблему стало невозможно, и в конце 2020 года ему провели операцию по восстановлению разорванной хрящевой губы левого плеча. Он пропустил масштабный промоушен альбома BE и грандиозные выступления на премиях. ARMY помнят, как больно было видеть группу в шестером и как парни виртуально вставляли голограмму Юнги в свои перформансы. Это была плата за 8 лет работы на износ, где каждый шаг по сцене давался ценой нечеловеческих усилий. Следующий участник, о котором невозможно молчать в этом контексте – Пак Чимин. Это артист с уникальной пластикой. Он занимался современным танцем, его стиль – это прыжки, вращения, резкие остановки и работа на грани баланса. Но именно эта невероятная амплитуда движений сделала его главным магнитом для опасных падений прямо во время шоу. Один из самых пугающих случаев произошел в Японии на официальном фан-митинге в 2015 году. Во время одного из игровых номеров Чимин внезапно пошатнулся, обмяк и рухнул со сцены прямо в проход между ограждениями. Шоу было немедленно приостановлено, а фанаты в зале были в панике. Позже агентство выпустило официальное заявление. Чимин потерял сознание из-за резкого падения артериального давления. Оказалось, что во время задержки дыхания в одном из предыдущих тяжелых танцевальных номеров его вегетативная система не справилась с перегрузкой. Парня экстренно доставили в местную больницу. К счастью, обошлось без переломов, но этот случай наглядно показал: айдолы работают на сцене в состоянии изнурительного кислородного голодания. Из-за специфики хореографии Чимин также страдает от хронических мышечных спазмов в области шеи и лопаток, которые обострялись прямо в турах. Во время концерта The Wings Tour в Макао Чимин не смог полноценно двигаться.
За кулисами у него случился сильнейший спазм мышц шеи, из-за которого он не мог даже повернуть голову. Весь концерт он просидел на стуле в углу сцены, плача от бессилия и извиняясь перед фанатами, пока остальные участники танцевали за семерых. Особый кошмар – это дождливые концерты. На открытых стадионах во время исполнения песен Чимин неоднократно падал плашмя на спину. В одном из фанкамов отчетливо слышен глухой стук его удара головой о деревянный настил сцены. Он поднялся за долю секунды, не пропустив ни одной строчки своей партии, маскируя падение под элемент танца. Профессионализм? Да. Но обратная сторона этого – микросотрясение мозга, которые артисты переносят прямо на ногах, не прерывая шоу. Золотой Макне Чонгук – это главный атлет группы. Он вынослив, силен, занимается боксом и всегда выкладывается на максимум, но даже его железный организм периодически дает сбои во время живых выступлений, приводя к тяжелым эмоциональным срывам. Самый показательный случай произошел в Лондоне во время мирового тура «Love Yourself». Чонгук случайно порезал пятку во время разминки в гримерке перед концертом, и британские врачи поставили жесткий ультиматум – никаких танцев, иначе швы разойдутся и потребуется операция. В итоге было принято решение – он будет сидеть в специальном вращающемся кресле в центре сцены. Весь концерт Чонгук пел свои партии, но его лицо выражало абсолютную ментальную боль. Во время исполнения жизнерадостной песни «Анпанман» он не выдержал, закрыл лицо руками и разрыдался в голос прямо перед многотысячной толпой. Камера крупным планом вывела его слезы на огромные экраны стадиона. К нему тут же подбежали Чимин и Ви, чтобы обнять и поддержать. Этот случай наглядно показал, под каким жутким давлением ответственности находятся парни. Травма на сцене для них – это не повод пожалеть себя, это панический страх разочаровать публику. Другой шокирующий случай произошел в Чили во время тура The Wings Tour. Из-за разреженного воздуха в Сантьяго и жуткой духоты в зале Чонгук начал терять координацию прямо во время исполнения песни «Fire». Как только погас свет и парни зашли за сцену для быстрой смены костюмов, Чонгук просто рухнул без чувств на пол. Персонал экстренно прикладывал лед к его телу и надевал кислородную маску. Лидер РМ в этот момент смотрел на него с абсолютным ужасом, понимая, что шоу идет в прямом эфире и его нельзя останавливать. Спустя пару минут Чонгуку ввели тонизирующий раствор, он нашел в себе силы встать, взял микрофон и с улыбкой выбежал обратно к фанатам, чтобы безупречно исполнить свою сольную песню с тяжелейшей хореографией. Остальные участники группы также имеют внушительную медицинскую карту инцидентов, произошедших прямо во время живых перформансов. Лидер группы Ким Намджун – человек высокого роста, и его суставы испытывают колоссальную нагрузку. Во время одного из концертов в Сеуле Намджун неудачно приземлился после прыжка в самом начале шоу и сильно потянул связки голеностопа. За кулисами врачи настоятельно рекомендовали ему прекратить выступление, но Намджун отказался. Ему сделали жесткую фиксирующую повязку, вкололи анальгетик, и весь остаток концерта он заметно хромал, но не пропустил ни одного общего построения, ведь в кей-поп-индустрии лидер координирует все живые номера и не имеет права уйти. Ким Сокджин во время выступления на Кэкон во Франции получил сильнейший хлыстовой ушиб шейного отдела позвоночника. Это произошло во время исполнения песни «Fire», которая славится своими резкими, рубящими движениями головой в брейкдауне. На фанкамах видно, как в один из моментов его лицо искажается от боли. До конца песни он двигался как робот, практически не поворачивая головы, удерживая баланс только за счет взгляда, а сразу после финального аккорда его экстренно эвакуировали в медицинский центр площадки. А Ким Тэхён во время европейской части тура в Париже вышел на сцену с тяжелой формой гриппа и температурой под 40 градусов. У него полностью пропал голос, а мышцы сводило от обезвоживания. На бэкстейдже видно, как перед каждым выходом к микрофону медики обкладывали его пакетами со льдом, чтобы сбить жар. Он нашел в себе силы оттанцевать всю программу. Он не мог петь, его партии пел весь стадион, но он держал строй. Сразу после финального поклона он упал на диван в гримерке и не мог самостоятельно снять обувь, так как ноги просто свело жестокой судорогой. Иногда причиной травм и падений становится откровенная халатность организаторов премий и концертных площадок, превращающая сцену в зону повышенной опасности. В самом начале их карьеры, на премии Seoul Music Awards 2014, произошел дикий случай. Сразу после выступления BTS сцена начала демонтироваться еще до того, как артисты полностью ее покинули.
Один из подъемных механизмов резко пошел вниз, образовав дыру глубиной около 2 метров. Лидер РМ и Джей Хоуп успели отскочить в последний момент, а вот Чимин и находившиеся рядом участницы другой группы частично провалились вниз. Чимин сильно ушиб бедро и ободрал руки, и хотя это вызвало огромный скандал в СМИ, парням пришлось продолжить участие в финале премии. Другой пример – стадионный тур в Японии, когда ливень стеной шел все 3 часа концерта. Сцена, покрытая глянцевым пластиком, превратилась в каток. Джей Хоуп, самый техничный танцор группы, который никогда не ошибается, поскользнулся во время своего сложнейшего соло и упал со всего размаху на копчик. На кадрах видно, что он на секунду замер от шока и боли, но мгновенно перевел падение в танцевальное движение на полу и продолжил выступление, улыбаясь зрителям. В тот вечер из-за скользкого покрытия каждый из 7 участников упал на сцене как минимум по 2 раза, рискуя получить тяжелые переломы в прямом эфире. Когда мы анализируем все эти случаи, становится очевидно одно – феноменальный успех BTS – это не просто удачное стечение обстоятельств, хорошая музыка или продвижение в соцсетях. Это чистый, первобытный титанический труд, сопряженный с постоянным самопожертвованием прямо на глазах у миллионов зрителей. В корейской музыкальной индустрии существует жесткое правило – шоу должно продолжаться, несмотря ни на что. И BTS довели это правило до абсолюта. Они выходят на сцену с разорванными связками, со швами на ногах, с температурой под 40 и со сломанными суставами. Они делают это не потому, что их заставляет жесткое агентство. На их уровне популярности они уже давно могли бы диктовать свои условия. Они делают это потому, что чувствуют колоссальную ответственность перед миллионами людей, которые купили билеты, приехали из других стран и ждут чуда. Эти парни не роботы. Они сделаны из плоти и крови, они чувствуют боль так же, как и мы с вами. И, возможно, именно это их уязвимость, их готовность ломаться, но вставать ради своих людей прямо на сцене и делает их по-настоящему великими артистами. Спасибо, что досмотрели это детальное видео до конца. Напишите в комментариях, знали ли вы обо всех этих травмах или какие-то факты стали для вас открытием. Не забудьте поставить лайк, если этот разбор был для вас полезен. Берегите себя, цените труд любимых артистов и до встречи в новых выпусках на нашем канале. Всем пока!